Ребята, всем привет! Хотел бы сегодня с вами поговорить в один из последних разов на тему подготовки к турниру, на тему начала самого турнира и о том, как именно на нем себя вести. Сегодня я вам постараюсь дать как можно больше полезной информации, чтобы вы успели ее переварить за выходные, чтобы вы успели себя попробовать, себя проявить за эти выходные. И, соответственно, были хоть какие-то первые результаты к началу следующей недели, когда, я думаю, мы все уже будем активно торговать. В первую очередь давайте посмотрим, что у нас с турниром, что здесь есть интересного, что есть нового. Что у нас? 20 участников, 20 тысяч участников. Призовой пул пока не поменялся, не думаю, что он поменяется, а может и поменяет, как повезет. Что, распустили 300 команд. Вот эти люди сейчас захотят обратно куда-то присоединиться, наверное. Вот, поэтому я ожидаю у нас тоже наплыв. В общей сложности нас достаточно много. Всем опять отдельное спасибо. Что, на этих вкладках будет рано или поздно какая-то информация. Вот здесь у меня, когда я логинюсь, у меня показывает пока пустую информацию, но я могу видеть общую статистику по профиту, по долларам, по нашей команде. Поэтому я завтра уже скину первые результаты нашей команды за сегодняшний день. А здесь каждому видно одна и та же информация. Здесь индивидуальный зачет и сегодня какие-то сказочные проценты, вот, какие-то страшные цифры. Соответственно, сразу так вот немножко ошарашило меня это все, когда я увидел это днем. Теперь надо чуть-чуть переосмыслить свои планы, свои намерения. Вот. Грубо говоря, если начинать с 10 долларов, то вот этот человек сделал 220 долларов. Ну, то есть он увеличил почти в 23 раза свой депозит. Равняться на таких, конечно, надо еще и научиться. Вот, поэтому пока я не готов вот прямо вам сходу дать какую-то стратегию, да в принципе и не планировал, потому что не умею. Умел бы не сидел бы, не записывал видео, наверное. Вот. Пока представления не имею, как делать такие цифры на постоянной основе. Посмотрим, что будет в следующие дни. Вот. Что хотел в первую очередь сегодня рассказать, что хотел в первую очередь объяснить, показать, поделиться. Вот. Значит, в первую очередь я понимаю, что всем хочется заработать денег, всем хочется поучаствовать. Есть какая-то движуха, турнир, деньги, чаты, команды. Но при этом хотелось бы, чтобы абсолютно все подходили рассудительно к этому мероприятию, скажем так, подходили с умом. И сегодня я хотел бы в первую очередь обсудить такой вопрос, как не слиться, как не проиграть все свои деньги, как не потерять все свои деньги. Торговля фьючерсами, особенно торговля с плечом, это достаточно высокорисковое занятие. В первую очередь я хочу обратить ваше внимание, хочу вам сказать, что лично я, грубо говоря, считаю, что изолированная маржа это must have, это обязательное, что должно стоять у большинства пользователей, у 99% пользователей. Почему я так считаю? Потому что этого предостаточно, чтобы торговать. Это также защищает ваш депозит от просадки, от нежелаемых минусов. В изолированной марже никогда не будет такого, что вы оставили на ночь какую-то позицию, вы уверены в каком-то исходе, с утра проснулись, а у вас на счету просто ноль, ничего. Поэтому первое, что вы должны сделать, это переключиться в изолированную маржу. Единственное, что я вам хочу сказать, что изолированная маржа включается отдельно на каждой монете. Я показал это на сайте, скажем, просто для сравнения. Конечно, мы все стараемся торговать через Moonbot, как минимум, потому что это очень удобно. Если вы делаете это через сайт, то вам надо прощелкать каждую монету, и на каждой монете вам нужно изменить кросс-маржу на изолированную маржу. На каждой монете вам нужно изменить плечо. Если вы это делаете через Moonbot, то вы заходите в Show Markets, показать рынки. И
вы нажимаете кнопочку «Сделать все монеты isolated». Сейчас покажу, как это выглядит. У меня уже стояло все на всех рынках стояла изолированная маржа. Вот так для тех, кто не торговал до этого, вот так будет выглядеть у вас. Вы нажимаете Make All Isolated, и Moonbot проставит подряд все рынки изолированную маржу. На них не должно быть ордеров, на них не должно быть позиций. Вот. Это первое и самое главное, что вы должны сделать. Проставить изолированную маржу. Вы изолируете свои убытки. Вдаваться в детали я не собираюсь. Это не туториал по фьючерсам. Не планирую записывать пока туториал по фьючерсам. У нас есть и туториал, и мани. Значит, плечо. Что я хотел бы сказать насчет плеча? Да, с одной стороны, я не рекомендую торговать, ну, скажем, альты, да, скажем, любой рынок, кроме биткоина, потому что они все намного более волатильны. Я не рекомендовал доторговать с плечом больше, чем 20. Я бы даже сказал, что для новичков и плеча 10 с головой хватает. К слову, сегодня биткоин сходил минус 5%, и при 20-м плече это 100% движения цены, грубо говоря. Ну, даже не движение цены, а это 100% изменения к твоему ордеру. Поэтому для начала, для разминки этого плеча предостаточно. Да, такие проценты, как у нас вот здесь, вот в этом ежедневном компетишене, такие проценты с 20-м плечом очень сложно сделать. Я бы сказал, что невозможно. Наверное, там 500, 600, 200, 300% с плечом 20, да, можно сделать. Поэтому и сказал, что посмотрим, как будет в следующие дни. В общей сложности 20-30, 40, 50 это самый потолок, который я бы со своей колокольни рекомендовал бы использовать. Не больше, чем 50. Не лезьте, нету смысла, и это никому не нужно. Неоправданный риск, я бы даже так сказал. Единственное, что могу сказать, что с изолированной маржой и тогда, когда вы используете низкий ордер, да, можно попробовать на большом плече, на 100-м плече или на 125-м. Так, чисто поразвлекаться. Еще один последний, самый, наверное, важный, самый главный момент. Это не используйте весь депозит. Всегда ставьте себе хотя бы хоть что-то, ну не хоть что-то, а я вообще рекомендую не использовать больше, чем 50 или 30% от депозита сделать. Вы потом просто-напросто пожалеете, когда будете сидеть в сделке на всю котлету, да еще и с большим плечом. Не все котлеты, не улыньте, пожалуйста, не надо так делать. И тогда вы просто останетесь с другими ощущениями, с другими впечатлениями от торговли фьючерсами. Депозит кросс-маржа я сказал. Никогда не заходить в all-in я сказал. Значит, я покажу немножко на примере Moonbot, как я для себя решил такой вопрос. Грубо говоря, сам себя ограничил, да, в возможности. Предположим, я торгую биткоин. И я сижу с тем депозитом, который меня устраивает для участия в турнире. Да, я там начал там со $100. Я себе запустил муншот на определенную монету, на половину моего депозита. Во-первых, если этот муншот, если этот прострел сработает, то я заработаю достаточно приятный процент к самому депозиту. На все монеты нет смысла запускать. Почему на линке я запустил? Потому что здесь были прострелы. Здесь были прострелы по 0.3, по 0.4, по 0.5. Где? Вот так, наверное. И вот так. Где-то я видел хороший прострел на 0,5%. Вот здесь что ли. Да, пока стою далеко, потому что вообще-то я рассчитывал чуть-чуть большие прострелы. Вот. Но не в этом суть. Идея в том, чтобы да, иметь шанс 1 или 2 раза в день или раз в 2-3 дня получить такой прострел, который даст сразу 20-30% депозиту. Другой вопрос — это заморозить
с пользой, да, с потенциальной пользой заморозить часть депозита, чтобы даже если я здесь зашел, накликал на эмоциях, на амбициях, вообще торговля фьючерсами это амбициозное эмоциональное занятие, то у меня все равно останется хотя бы половина депозита. Значит, я еще хочу сказать, что лично мое мнение, что стоп-лосс должен быть включен всегда. Хочешь ты, не хочешь, нужен он тебе, не нужен, сейчас или потом, ты не должен принимать решение насчет стоп-лосса в моменте. Он у тебя должен быть настроен, ты должен всегда идти по какой-то конкретной стратегии, по каким-то конкретным действиям. Я лично от себя рекомендую иметь стоп-лосс всегда включенный. У меня он настроен на расстояние минус 0,3 от цены. Так как я торгую с большим плечом, я торгую на плече 100 и меньше. Вот. Я сегодня пробовал маленькую сумму раскрутить, пока не очень получается. Вот. Но даже при таком близком стопе мне в принципе нет необходимости даже дожидаться, пока он сработал. Я закроюсь все равно раньше. И исходя из этого, даже если я отвлекся, даже если я задумался, даже если что-то пошло не так, меня стоп все равно спасет. Когда вы получите ликвидацию, это будет намного более неприятно, чем если вы получите стоп. Поэтому стоп-лосс, я считаю, у вас должен быть включен при любом раскладе. Хотите, ставьте себе его подальше, но не дальше, чем ликвидация. Хотите, ставьте себе поближе, как вам удобно. Главное, чтобы он у вас всегда был включен. Насчет ликвидации. Ликвидации я стараюсь избегать, вообще не вижу смысла доводить до того состояния, когда у вас появилась, когда вы получили ликвидацию. Я не вижу в этом необходимости. Ну, не знаю, может быть, вот ребята, которые хотят с 10 долларами зайти, поставить в одно направление, закрыть и вечером проверить. Ну, вот, может быть, такие они и будут ловить ликвидации. В любом другом раскладе я не вижу смысла доводить до самой ликвидации. Поэтому это то, чего нужно в обязательном случае избегать. До чего не нужно доводить. Какие рынки, какие монеты я торговать буду, какие монеты я хочу торговать, какие монеты как я буду выбирать рынки. Значит, во-первых, что? Я с вами поделюсь файлом со стратегиями. Что в этом файле со стратегиями? Это стратегия ликвидации, она для того, чтобы, ну, как минимум смотреть, что происходит на рынке. На ней стоит у меня сейчас автопокупка. Была мысля ее предоставить в таком формате. Она на самом деле не приносит никакой прибыли. Она чуть-чуть убыточная, слегка убыточная. Но при этом она делает очень большое количество ордеров в день. Сегодня она сделала 100 ордеров, и совершенно случайно это было такое стечение обстоятельств, что она ушла в плюс. Вот. И, соответственно, моя мысля была дать вот такую не сильно минусящую, но генерирующую очень много ордеров стратегию, которая вам как минимум поможет, пока вы торгуете, пока вы смотрите, пока вы наблюдаете, она вам поможет хотя бы выполнять требования по объемам. Вот, я дам такую стратегию. Дальше я сделал набор муншотов на разное расстояние. Единственное, что в них в фильтрах будут монеты, они все будут в блэк-листе. Вот, для того, чтобы вы не могли их запустить сразу сходу, потому что я хотел бы, чтобы вы просто их самостоятельно настроили. Что из себя представляют эти муншоты? Они на определенном расстоянии от цены. И от вас требуется в них прописать те монеты, которые вы хотите использовать. И все. То есть вот я для себя подобрал монету Link, я ее прописал в whitelist на вот этом наборе муншотов на вот таком расстоянии от цены, плюс от дельта и так далее. Хотите разбираться, пожалуйста. Вот как бы такой небольшой мини-набор.
И drops detection и pump detection для того, чтобы открывала график, для того, чтобы показывала, что происходит на рынке. То есть резкое падение, резкий рост цены, маленькие мини-детекты без автопокупки, для того, чтобы примерно видеть, что происходит на рынке, если вдруг где-то что-то полетело, независимо от биткоина. Единственный момент, что я не доделал в этих автодетектах, это когда биткоин дергается на 0,5%, то летит все остальное, и у тебя открыто 20-15 графиков. Вот. Поэтому не всегда оно, конечно, удобно и наглядно. Иногда мешает, но пока вот сегодня я торговал вот так. Что? Я думаю, что на сегодня это все. Не хочется делать видео длинным. Хочется по чуть-чуть торговать и делиться какими-то результатами. Сегодня результатов нет. Я подошел к обеду. Я пропустил очень много. Да, запустил стратегию ликвидация. Да, она что-то там наторговала, что-то там натворила. Вот, но от нее ничего не ждал. Просто наблюдал за рынком, руками особо ничего полезного для себя не сделал сегодня. Также, соответственно, я буду делать каждый день, буду сидеть, выжидать каких-то определенных моментов и уже заходить остатком депозита. С другого аккаунта я планирую торговать на другую сумму, по другой логике. Я не думаю, что в этом есть смысл записывать видео, потому что это не для большинства. И исходя из этого уже посмотрим, какие у вас появятся вопросы. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. До встречи в чатах, а может быть и в таблице ранкинга. Всем успехов!